Добрый день, на связи Юрий Поляков. В этом видео я представлю вам рейтинги интернет-профессии в 2020 году, покажу, какое место занимает профессия таргетолог среди удаленных профессий, расскажу, кто такой таргетолог, что он делает, сколько может получать, покажу, какие базовые навыки он должен иметь для того, чтобы быть востребованным и достойно зарабатывать. Значит, тренды удаленных профессий. Уже в 2020 году мировые и российские тенденции актуальных профессий показывают, что удаленные профессии набирают свою актуальность. Именно специалисты по маркетингу и продажам, вот я специально выделил, они очень близко подбираются к самым популярным профессиям в целом. А если говорить про интернет-профессии, то SMM-специалист по таргетированной рекламе является топом, в топ-5 списка самых востребованных удаленных профессий именно для новичков. Вот тут можете себе скриншот сделать внизу, что уделяя там 2-3 часа в день для работы, можно вполне достойно зарабатывать. И, собственно, кто такой таргетолог? Это специалист, который настраивает рекламу в социальных сетях. Почему таргетированная реклама? Таргет — это перевод от английского цель. Соответственно, такой специалист умеет делать нацеленную рекламу в социальных сетях на определенный сегмент целевой аудитории. На нужных нам людей. Кому нужны услуги таргетолога? Вообще, кто платит за это? Собственно, давайте я через пример вам покажу. Представьте, есть предприниматели. Они знают, что в социальных сетях есть их клиенты, но они не умеют этих клиентов сами отыскать, показать нужную им рекламу, потому что у них нету соответствующих знаний. Иногда даже бывает, что они даже в компьютере не разбираются, с интернетом на «вы». И в этом случае они как раз и обращаются к таргетологам для того, чтобы получать в свой бизнес заявки, заказы, по которым они делают продажи. Например, у заказчика есть пиццерия в Москве, его цель привлечь новых лидов. Лиды — это в маркетинговом языке называется заявка, обращение, регистрация. И таргетолог берет заказ на исполнение и настраивает рекламу именно на тех людей, которым это может быть интересно. На чем и сколько может зарабатывать таргетолог? Здесь я показал те направления деятельности, которые обычно оказывает такой специалист, которые оказываю я, мои студенты, мои коллеги. Это в основном 3 услуги. Вот они перед вами. Это консультация, это быстрый тест ниши и настройка и ведение рекламы. Вот здесь я немножко подробнее остановлюсь. Я думаю, что это абсолютно всех интересует, на чем и сколько можно зарабатывать. Цифры здесь приведены. Консультация от 1000 до 10 тысяч. Опять же, это не абстрактные цифры, это все из практики. Из моей практики, из практики моих студентов, их уже более 1300 человек. Многочисленные коллеги моего агентства, моих услуг. Консультация. Что такое консультация? У очень многих предпринимателей, тем, кому нужны заявки, у начинающих специалистов постоянно возникает вопрос. Они постоянно сталкиваются с какими-то сложностями, связанными с настройкой рекламы в социальных сетях. Я пока сейчас не акцентирую на конкретных социальных сетях. Значит, есть такие люди, которые обращаются, и сталкиваются с вопросами, с проблемами. И, собственно, это и ваши как раз и есть те самые клиенты на консультации, где вы, по сути, продаете свои компетенции, оказывая консультации таким людям. То есть рассказывайте, показывайте, что делать, как делать. И, собственно, с вашей помощью они решают свои проблемы. Такие услуги стоят от 1000 до 10 тысяч. Здесь я показываю как раз, как я оказываю эти консультации, то есть как я их продаю на этом скриншоте. Здесь 19 год и 17 год. И так как у меня очень много студентов, они все равно ко мне обращаются. У меня для студентов есть свои там условия. Вот. И вот обратите внимание, я скриншотом, вот мышкой показываю. Цена такой консультации 3000 для студентов, на общих основаниях 7000. Вот. На второй, вот здесь я мышкой показываю, это 17 год. Часовая консультация стоит 7000. Для своих учеников с удовольствием за 3. Консультации покупают. Если бы я хотел такие консультации продавать, я думаю, бы каждый день, штуки по 2, по 3 бы я делал. Но у меня нету столько времени оказывать консультации. У меня есть, я обучаю людей, у меня свое агентство достаточно крупное, с крупными проектами. У меня банально нету времени. Но это хороший способ, наверное, не основной зарабатывания. Давайте про быстрый тест ниши. Вот мышка показываю. Вообще уникальная услуга. Расскажу, откуда она появилась у меня. Она появилась из проблем, с которыми я столкнулся. Проблема следующая.
Большинство клиентов, ну, наверное, из каждых 10 тех, кто обратился, 8 или 9 имеют одну и ту же проблему. Либо у них нет сайта нормального, либо сайт неконверсионный. Ну, как бы я их терял и как бы задумался, что можно предложить таким потенциальным клиентам, у которых нету сайта, ну, ничего нету, да, либо есть, но он не конверсионный. Ну, то есть с него заявки практически не получить. И я для себя придумал такую услугу, называется она «Быстрый тест ниши». Она заключается в том, что запускаем рекламу мы, используя те форматы в социальных сетях, ну в данном случае Facebook, Instagram, я специалист именно в них, это лид-форма. И еще используя один формат, это замечательный маркетинговый инструмент, называется квизы, ну или маркетинговые опросы в определенном сервисе, он платный, если что, где уже буквально на второй-третий день поступает клиенту заявки, причем, ну, то есть клиенту ничего не надо, только переводит вам деньги и все. Дальше вы все сами. Быстро тест ниши, очень легко закрыть на продажу такого клиента, потому что, как правило, клиенту нужны заявки здесь и сейчас. Вот, понятная цена, понятные условия, понятные, за что он платит. Вот, не за настройку, а за результаты. И такая услуга быстро тест ниша, она может стоить от 5 до 37 тысяч за 2 недели. За 2 недели. Почему 37? Ну, это та продажа, которую я делал в своем агентстве. Вот еще, ну, буквально в конце прошлого года. Давайте я вам покажу пример, чтобы вы не говорили, да. Кстати, все, вот, ну, я могу точно сказать, что все те, кто были на моих мероприятиях, бесплатных, платных, ну, убедились в том, что все, что я говорю, я подтверждаю на практике. То есть подтверждаю там в кабинетах, в документах и так далее. Вот. И здесь я тоже привел в пример, это приложение из действующего договора от 22 ноября 2019. Ну, понятно, что я все скрыл, но показал, что вот стоимость услуги быстро тест ниши 22 581 рубль за 2 недели, еще раз подчеркиваю. И следующая услуга, ну, она является основной у меня, у моего агентства Спецназ Таргет, у моих коллег, студентов в прошлом, да, которые мои сейчас текущие клиенты. Это настройка и ведение рекламы. Настройка и ведение может составлять от 7 до 150 тысяч ежемесячно с одного клиента. Откуда цифра 150? Да? Для кого-то это может быть вообще космической ценой. Вот. Ну, собственно, опять же, ну, я действующий практик, у меня свое рекламное агентство. И вот proof. Вот у меня от 6 декабря это проект по продвижению, по продажам билетов в Германии русскоязычных исполнителей. Вот, и стоимость услуг была за месяц 157 тысяч. За один месяц. Мы проработали 2 месяца с этим проектом. Вот. Я к чему это показал? Конечно же, чтобы не похвастаться, а показать, что зарабатывать, оказывая услуги таргетированной рекламы, можно и нужно. Причем можно много. Есть куда развиваться, есть куда стремиться. Вот. Но очень важно, появляется следующий вопрос. А какие базовые навыки должны быть у такого специалиста, у таргетолога? Ну, во-первых, нужно правильно подбирать аудиторию, на которой вы будете показывать рекламу. Ну, здесь на скриншоте показано скриншот из рекламного кабинета. Ну, в данной ситуации это всего лишь техническая часть, но для того, чтобы подобрать аудиторию, нужно сделать маркетинговые исследования, вот, изучить конкурентов, изучить аудиторию, понять, какую рекламу и лучше всего показывать. Следующий навык – это необходимо подготовить объявление. Объявление состоит из 2 составляющих. Это визуальное отображение, это креатив, ну, то есть это то, что увидят в рекламе, и это текстовая часть, текст объявления. Дальше нам эту рекламу нужно загрузить, запустить, получить какие-то показатели, сделать ее оптимизацию. И дальше нам остается только ее ввести. И практически на автомате по 2-3 часа в неделю, ну, это имеется в виду по одному проекту. Вот. Почему 2-3 часа в неделю? Ну, потому что если вы правильно работаете с рекламной системой, то не надо туда лезть. Ну, как я всем говорю, профессионал в рекламе, ну, в таргетированной рекламе, это как пожарник. Если он сидит и не трогает рекламу, а она идет и дает крутые результаты клиенту, значит он профессиональный таргетолог. Именно таких таргетологов я и учу. Вот. А как результат всего этого клиент получает заявки,
Он доволен, его бизнес получает прибыль, и он работает с вами долго, долго и счастливо. Вот. Ну и под завершение, почему Facebook и Instagram? Да, почему именно там реклама? Да, все просто потому, что пользователи в Фейсбуке, пользователи в Инстаграме, их основное количество во всем мире. И, ну, если вы прокачаете еще помимо навыков, ну, компетенций в рекламе, еще и прокачаете английский язык, то перед вами открывается весь мир. И, ну, поверьте, там клиентов огромное количество. И расценки там совершенно другие за услуги специалиста по рекламе. До следующих встреч.